Здравствуйте, доброго времени суток всем! И сегодня мы представим вашему вниманию тренировку дельтовидных мышц от нашего чемпиона Андрея Шарапова. В отличие от предыдущих роликов, которые вы могли видеть на нашем канале, сегодня лично я ничего вам не буду советовать, рассказывать. Сегодня рассказывать будет Андрей и показывать будет он же. Мы будем задавать ему вопросы по поводу всех нюансов его тренировки. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня это будут дельты. Андрей по секрету сказал, что у него что-то типа предсоревновательного периода. Поэтому вся тренировка будет посвящена именно этим конкретным целям. И начинает он, как мы уже видим, с задней дельты. Вот такая необычная техника. Ранее вы вряд ли ее где-то видели. У нас на канале так точно нет. Сейчас Андрей будет отдыхать и поделиться с нами своим советом, почему так, почему, откуда и чего. Здравствуй, дорогой. Я вас приветствую, господа. Как я уже сказал, у Андрюхи сегодня дельта. Начал он с задней дельты. Андрюха, почему с задней? В двух словах. Когда я качаю грудь, и у меня изначально был неправильный угол при моей первой карьере, очень хорошо включается передняя дельта. И поэтому я уделяю передней дельте меньше внимания, а начинаю с той дельты, которая, я считаю, по себе отстающая. Сначала я буду делать заднюю, потом среднюю и в самом конце добьюсь передней. Классно. Пора подход делать. Да. А ты вес добавил? То есть и в первом, и втором подходе тот же вес. Я понял. Я понял. Теперь делаю 15 повторений с весом 40 килограмм, а там 10 повторений с весом 10 килограмм. Мне этого достаточно, но я перед этим хорошо разогрелся, этого нет. И каждый подход я меняю руку. Начинал я с этой руки это упражнение, второе. Теперь начинаю с правой. Справедливо. Вот такая короткая амплитуда дает мне возможность почувствовать заднюю дельту. То есть ты ее именно выцеливаешь, да? Да, я вижу. Все наши Потому что зрители. если я вот так сделаю 5, или заведу вот так, у меня широчайшая уже 6. Да, у тебя мощная спина. Вот короткая амплитуда. И заметьте, друзья, от Андрея мощнейшей спины, она у него одна из самых мощных в Украине. Тяжело изолировать заднюю дельту, чтобы эта спина не включилась в работу. Да. Поэтому ему приходится, плюс его небольшие рычаги, есть ребята высокие, он невысокого роста, ему надо особенно тщательно подбирать себе упражнения, методу, чтобы именно попасть туда, куда нужно. Так говори, злобный нож. Да ладно, злобный он. Поддерживает репутацию, на самом деле он очень, видите, Да. хорошо работает. Еще разик. Оп. Делаю я 3-4 подхода в зависимости от... Ну сегодня 3 будет, да? Да. Сегодня все будет по 3. И вот она задняя дельта. Оп. Это 2 подхода только, друзья. Да, было 2 подхода. 15 и 10. 25 повторений за подход. Поэтому вес я не буду увеличивать. Я уже, как говорил ранее, я разогрелся заранее. Этого не Да, нужно. кстати, по поводу весов. У тебя сейчас немножко колораж упал, так? Да. Ты его сознательно снизил, все. То есть Кроме больше белка. тренировки ног, Ага. я тренирую все остальные мышцы на качество, работаю над техникой, на сушку. Колораж у меня упал, но я пока еще не на такой стадии, я слегка снизил углеводы. Понятно. Продолжаем. Сужусь я специально так, я ноги расслабляю, уперся грудной клеткой, выставил локти, и надо бы подбородок поднимать вверх, но я стараюсь просто держать, как мне комфортно. Тут тоже вот она, короткая амплитуда. То есть ты не даешь больше растяжку, да? Нет. Тебе уже не Ты нужно. подойди и пальчик поставь. А я вижу. Ну, покажи людям чуть-чуть выше в сторону.
Все в порядке, люди в курсе. И как говорил Костя, раньше, когда мы делали, только я опускаю локоть, сразу я не чувствую заднюю дельту. Постоянно приходится держать локоть. И вот моя амплитуда. Раз, все, вот у меня. Работает этот шарик. Ну, он реально работает. Не суетись, но отлично работает. Так, третий подход снова с левой руки. Хочу обратить ваше внимание, друзья, на логотип нашего канала No Brain, No Gain, что означает без мозга нет доли, если перевести. Вот Андрей подтверждает этот принцип своей тренировкой. Смотрите, он нашел именно свою методу, свой вариант, в котором именно он чувствует ту мышцу, которую ему надо, свое тело. И так в каждом упражнении, и так во всех тренировках. Поэтому, сколько бы вам ни рекомендовали методик, ютуберы, одни, другие, третьи, они все классные, они все хорошие, но всегда нужно подстраивать под себя, прислушайтесь к своему телу, и тогда у вас будет достойный результат, и тренировочный процесс будет только в удовольствие. Ну как, заметно она слегка увеличилась. Слегка увеличилось. Так, идем дальше. Продолжаем. Тихо, не суетись. Смотрим прямо. Локоть чуть-чуть, да, в уровень. О! О! Вот это другое дело. Последний хороший веселье нормально было, Да. А, как, не видишь, глядь. Побугрило, посекло. Да я вижу в зеркало. Ух. Ну что, Андрюха, делись, как ты до вот этого вот докатился? До вот этого? Да. Я такого нигде не видел ни в одном зале за 25 лет. Когда все, Только у тебя. Когда я делаю, все смотрят на меня как на сумасшедшего. Ну да, так Помнишь слегка раньше наши похоже. тренировки? Вверху дырочка в кроссовере и внизу. Да. Мне всегда было неудобно. Трехпозиционно. Да. А то как-то я стоя делал, и стоя я все равно чувствую, что я не могу сделать изолированно, как хочется. Поэтому я сел просто на лавку, неудобно. И так случайно выбрал угол 20 градусов в таком положении стопы. Единственное, спасибо тебе, что меня поправил, чуть-чуть меня ниже. Короче, это твоя индивидуалка, да? Да. Я понял. Да. Ну, а гантельки, как вы уже видели, друзья, Да. понадобились децельные, потому 3 что уже... килограмма. Это статика по 10 раз. У меня тренировка, сейчас я делаю заднюю. И вторая связка заднюю, но вторым упражнением подготавливаю к средней дельте. То есть плавно перетекаешь сзаду, наперед. Ну, среднюю, ребят, вы увидели, то есть что там было. Казалось бы, вес легкий, но это все равно, что действительно HP сделать позу и стоять в ней из-за напряжения. Так, Ну что, поехали дальше. Да ты делай, как тебе удобно. Ну, хорошо. Так, давай. А теперь мы попробуем немножко Андрюху позадалбывать, помучить. Выдох, вдох. Продышимся. Локоть выше, уровень. Вот. Значит, друзья, если вы захотите повторить, не горбитесь. Упор можно в пятки делать. Да, товарищ? да. Вот. И вот она, смотрите, как она сечется. Ух. А вес 2,5 килограмма. Да, но вес ты уже утомил хорошо и дельта, и задняя дельта машиной. Так что не забывайте.
Фишка в том, друзья, что здесь результат приходит не от конкретного упражнения, а от суммарного объема работы, который Андрей сделает на ту или иную мышцу, ну в данном случае на дельту, за весь процесс тренировки. То есть вот та сумма работы и за то время, за которое он это втулит, эту работу, допустим, за 50 или за 45 минут, правильно? Да. Вот оно и даст результат. Какой при этом вес, вообще не важно, тем более на низкокалорийной диете, предсоревновательной. Главное вот эти бугры, вот эти полосочки, которые прорисовываются. Это последний, Андрюха, или еще один будет? Ну, могу для наших подписчиков сделать еще один подход, но меньше повторений. Я опять сделал 25 повторений в подходе. 15 плюс 10. Это вторая связка. Уже Давай 75 так, повторений. раз для сделал. подписчиков, сделай, пожалуйста, чисто наша просьба, помедленнее, чтобы просто люди могли просмотреть технику и больше себе намотать именно по технике. Хорошо? Меньше повторений, именно вот не на памп, а просто, чтобы люди Сделал увидели. 7-8, хорошо. Вот. Сейчас дайте мне 30 секунд. Договорились. Поехали. Димчик, покажи сейчас дельту сзади. Да, я упираюсь здесь пяточками. Вот я прогнул спину, вот я держу локоть. Константин. Давай. Главное, друзья, в крайней задней точке амплитуды не заваливать локоть вниз, иначе все напряжение спадет. Вот вы видите Еще раз. крепежик, вот он, да. Вот. Это действительно. Спасибо. Наши люди скажут тебе спасибо. Дай Бог, я надеюсь. И здесь, друзья, обратите внимание, траектория идет по снисходящей, то есть плечо чуть-чуть ниже локоть и еще немного ниже кисть. Тогда у вас идет максимальное сокращение, при этом вы не перегружаете ни сустав, ни саму трапециевидную мышцу. Вообще не чувствую. А дельта горит. Крепежик, видите какой? Да, все. Четко. Люди благодарны. Итак, Андрюха, дай попробую угадать, ну не угадать, то, что ты нам рассказывал. То есть в предыдущем сете мы прогрели среднюю дельту, правильно? Да, чисто правильно. А теперь мы два подхода, то есть ты направляешь полностью Два на средний упражнения, пучок, да, два средний упражнения, вернее, да. Значит, блок, то есть ты использовал постоянную нагрузку, правильно? Да. Вот, а скажи, пожалуйста, то есть локоть заводить дальше ты не хочешь, то есть ты именно... Я завожу до тех пор, пока чувствую. Ага, Я ага. понял, я знал, что ты Я понял. приблизительно такое скажешь. У Не, меня мне не интересно, я хватает с собой амплитуды. сравню, просто у меня смотри, клешни нет, длиннее, вот, да. Вот я стал, у меня это нога. По Ага, большому счету, ага. лучше вот так поставить ногу, если делать это рукой, и доводить вот сюда, ты прав. Я становлюсь, мне удобнее так контролировать, и все, вот, мне вот тут достаточно, все. Ну, у твоей дельте вообще много чего достаточно. Ну, я же говорю, Не, ну, тренировка интуитивная, классы, это да, я поэтому и Ты в интересуюсь. начале нашего ролика и сказал, что это чисто шараповский момент, кому может зайти, кому нет. Вот. Ну, с другой стороны, мы видим результат. Так, а здесь, получается, ты продублировал предыдущее упражнение, Да. но двумя руками, с изолированной спиной уже не стоя. Это дало тебе чуть больше вес, да? Вот. Ну, и туда И же чуть бьет. больше амплитуда. тут. Чуть больше амплитуду Да, за и счет вот вот этого бам. винта, да? Да, я вот это
кистью я стараюсь не вертеть, не всегда То есть получается. от локтя идет работа. Да, но я все равно плеча, по сути. каждое повторение с мертвой точки стартую, и она у меня возле ягодицы, То есть как бы а не тоже возле бедра. отчасти немного растянуто получается внизу. 5 Все баллов. понятно. Вес опять, сука. Я понял, что говоришь, вот так, нет. Вот. Не-не-не, я не призываю тебя так делать. Я просто спросил, тебе так удобнее по какой причине? Плечо красивое, я все вижу. Вот у тебя со старта оно вот подрезанное, классное. Очень, даже лучше, чем без напряга. Ага. И тут я чувствую, когда у меня рука максимально... Еще, друзья, я позволю, Антохан, тебе сейчас показать, какую часто люди делают ошибку в этом упражнении, особенно новички. Начинают зажимать локтем и отсюда пускать уже за счет разгибания Вот, локтя да, вот этот рычаг. Вот То есть у меня трапеция. Так, у Андрея локоть жесткий. Жесткий. То есть он не работает, а только плечо. Если захотите получить тот же эффект, то есть обратите внимание на этот момент. и вот сейчас у меня печет только здесь, ни локоть, ни кисть вообще. То есть так, здесь тоже по 15 повторений, да, идет работа? Ну, у тебя хорошая дыхалка, бро. 15 раз. Ну да, да, хорошая прожарка. Вот весь аж потек. Ну, друзья, поэтому это и сушка, поэтому это предсоревновательный период, поэтому это и профи уровень. То есть не каждый сможет сделать качественно 30 повторений. Видишь, я чуть-чуть еще остановочку делаю. Вверху, да? Да, видишь, Ага, ага. буквально То есть ты еще усиливаешь это из-за напряжения. но я это делаю, корректирую, чувствую, могу, делаю. Если вдруг идет отказ, а вот То есть интуитивно, правильно? заметил, Да. за счет ягодицы, вот у меня вот сюда, вон у меня, смотри, растянулась передняя, которую мы подготавливаем, и туда, включается да. средняя. Ага, то есть таким образом мы готовим к следующему попробуй, да. суперсету. Попробуй, она Вот, меня натянута. да, друзья, Теперь обратите. попробуй, держи палец и попробуй Давай. переднюю и среднюю. Давай. Не, еще чуть-чуть ниже. Вот. Ага. Вот впереди она растянута, а вверху средняя подключается. То есть снизу, да, старт короткий, Вот я растянул. но она готовится к следующему упражнению. Я правильно тебя Да, понял? да. Угу. Таким образом, друзья, ну, мы уже показывали одним из наших роликов тот же принцип. Особенно это актуально для тех, у кого уже проблемки, возможно, с суставами, передней с ключицей от работы на переднюю дельту. Поэтому от заднего пучка и передний в конце будет на максимально налитое плечо, да, Андрюха? Вот я без гантелей показываю. Вот, раз передняя включилась, Да, раз, да. раз средняя Оба-на. подключилась, а передняя просто растянулась. И я опускаю, раз переднюю я растянул, средняя вообще расслабилась. И вот раз передняя включилась, средняя. Ну ты прям Оп. как позируешь уже. Ну, пока я на лифте. Кстати, друзья, такая метода именно по проработке от заднего к переднему, да, она может подойти многим людям, и возрастным, вообще спортсменам, и просто тем людям, у которых есть именно проблемы с плечевыми суставами. А? И я 5 копеек ставлю свои. Да-да. И вот эта система, задняя подготовка, средняя подготовка, когда-то у нас были ролики, и Костя меня к этому привел. И я начал использовать, мы делали, например, круговую какую-то тренировку после отдыха, мы подключали. Помнишь, одно упражнение делали? Да. Ну, было. Но я к этому тоже приходил, именно когда плечо болело, Ну вот. я не мог начинать с передней дельты. Эта тема твоя, я ее начал использовать. Она тоже не моя, скажу честно, я ее тоже у кого-то подсмотрел еще 100 лет назад, не помню, даже в журнале еще интернета не было. Мы только во флексе начинали работать, где-то я это вычитал. Мне на подготовке, Катя, она очень, все плавно идет. Раньше я делал, например, сначала переднюю два упражнения, Да. потом среднюю, Пока не заболела. заднюю, да. Пока не заболела. Потом я бросил делать, потому что передняя гипертрофировалась хорошо. Я давно уже делаю заднюю начал, среднюю, а теперь у меня есть 3 варианта. Вот Но средняя у тебя не дымок как гипертрофировалась. Ну, поэтому она почему стоит посередине? Я не люблю ее делать в конце тренировки. Я все-таки считаю, что передняя дельта, она мощная, забирает
до хрена на себя энергии нагрузки, она сильная, поэтому я ее отнес, и она с грудью работает, я ее отнес на самый конец, это будет всего лишь одно упражнение, которое будет состоять из 3 подходов. Но опять же, друзья, это индивидуально. Это чисто мое, да. Да, вот у меня передняя, например, она вообще, не сколько я переднюю закачаю, сколько убью сустав. У Димы тоже сильно работает передняя, а Андрюха, вот у него такой подход. Зеркало, Дима, сними. И он рабочий. И вот это третий подход, получается 15 и 10, 25, там 75 повторений, тут 75 повторений, 150 мы сделали. Ничего себе, я даже считать до стольки не умею. Но кисть у меня практически не работает. Я локтем поворачиваю, видишь? Ну, от локтя до Вот, плеча, естественно, да. вся работа. 8. Вот это отрезок. Вот, да. И последний вам с задержечкой. Опа! Сдается мне, джентльмены, это была комедия. Сдается мне, сейчас все напишут, что у тебя там... Синтоловые что-то там- дельты. Синтоловые Конечно. дельты. Конечно, я. Гелевые шарики. Да. Удачи. И сейчас, друзья, это, конечно, не Андрея слова, это я так уже себе придумал. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. В кавычках, конечно. То есть Андрюха провел предварительно грандиозную работу. И вот теперь он садится на этот очень удобный тренажер и спокойненько полирует. Обратите внимание, как она офигенно в этом станке работает. Передняя дельта. Он немножко грудиной подключается, но она не может. И все. Да, здесь просто 3 подхода по 15 повторений. А ты хват именно такой выбрал или меняешь, или Не от меняю, тренировки? Мне только такой хват. Только комфортен, такой заходит, да? Комфортно, да, до этого. И что я, А другой выламывает, да, наверное, что я да? делаю поочередно также. Но когда я берусь вот так, мне очень некомфортно. Я тогда не смогу сделать такую амплитуду. Видите, друзья, ширина хвата зависит от вашей антропометрии. Я, например, в этом станке хорошо себя чувствую на широком хвате. Если я берусь узко, у меня сильно включается трицепс, например, и грудь. Андрей, наоборот, получается, за счет ширины рычага своего, то есть он пониже ростом, ему здесь как раз нормально передняя дельта, а у меня трицепс забивается. Поэтому, еще раз напоминаю, все методики требуют вашего анализа, включайте мозги, как говорится, no brain, no gain, и будет вам счастье. Да, бро? Да. Поехали. Третий подход, я сниму футболку, покажу. Эксклюзив. Красиво, да. Фу. Вот я раз и вставил. Все, и мне очень комфортно, она растянулась. Пипец. Кстати, да, по поводу локтей. Они не уходят, да, Андрюха, не в стороны? Как клиенты делают ошибки? Да, тогда все, хана будет моему плечу, если я вот так сделаю. Не дай бог. И амплитуда вниз полностью, вверх не до конца. Ага, ага. То есть растяжка полностью, а вверху ты трицепс не включаешь, так? Лучше прочувствовать трицепс, чем плечевой сустав. Золотое слово. Да! Ну, здесь, кстати, и средняя, как стабилизатор, сателлит очень сильно работает. То ли Я же потому, что ты растягиваюсь. ее уже убил, да. Да. И она в нижней точке вот это помогает и удерживать, и стартовать, я увидел. Я это тебе такое. хочу сказать, если вы подойдете сзади, ты положишь на заднюю дельту при опускании. Ты Нет, ты увидишь, то как само она- собой, она стабилизирует. Но это именно активно участвует. Вот, И средняя. вот поэтому вот это вот все, один переход на другой, как у нас был Да, в тех да, да, программах, да, да. оно очень мне комфортно, очень правильный налив, мягко и нет усталости, что ты убил там, два упражнения на определенную пучок дельты и понимаешь, что, блин, надо чуть На дольше последней не хватило, да? Да, да, типа Ага. того. И вот такие тренировки я рекомендую не только когда вы Кстати, да, друзья, это Слушайте, к разговору о том, что такую тренировку потянет только лютый химик, все. Вот Андрюха как бы, да, там на витаминах сидит, но у него тоже есть потребности в отдыхе, и он тоже подбирает программу так, чтобы щадяще использовать, правильно распределять ресурсы организма на весь процесс.
Поэтому никакая химия, никакие витамины, спортпит вам не заменят мозги. Поэтому всегда нужно подумывать, какие ресурсы, слабые и сильные стороны, расставлять приоритеты на тренировке. Да, и еще маленькая от меня сносочка. Совет, да? Да, Давай. я ориентируюсь на повторениях и на упражнениях. Вес, только повторение упражнений, каждый подход до отказа. Вот Костя мне порекомендовал чуть меньше взять на статику, я взял и еще больше охренел. Поэтому Кстати, рекомендация, вы нацелились, вот у меня 25 повторений, сдохни, но сделай. Не надо Вес там не говорить, важен. Ой, да, вес я там не тот взял. Переменьши вес, но сделай 20, 15 плюс 10, 25 повторений. И видите, несмотря на то, что когда вот профессионал вам говорит, не гоняйтесь за весом. То есть эта схема, этот совет подойдет особенно и начинающим, и возрастным, и женщинам, ну любым. Если даже вы молодой и здоровый, как минимум это поможет вам сберечь здоровье и продлить ваше спортивное долголетие. И поверьте мне, налив, качество тренировки у вас ни в коем случае не ухудшится. А система даст свой результат, правильно? Да. Не вес, а система. Наша вам помощь. Для справки, мы тренируемся 50 минут уже. Осталось 2 подхода и все. 2 подхода. Мы начали в 19-14. А, даже так? Да, я четко запомнил. Ага, Ну и теперь поехали. тогда еще меньше. 30. Вот я растянул. И где до конца растянулся. Пять. Все, Андрюха, джип наш. 13. И у меня за друга 14 Костя. И 15 Дима. И вот она, передняя зараза. И вот она как посеклась. Итого 15 минут без 5, то есть 30, 40 минут. Ну Друзья, подожди, еще мне осталось один одно подход. заманушливое упражнение. Мне- целое упражнение? Да, целое упражнение. Называю я его контрольный выстрел в голову. Хорошо, Надо ждем. Контрольный выстрел в дельту. Сейчас покажу. Разводка над головой, отведение и разводка в стороны. Ого. Вес опять. Детский. Не буду долго отдыхать. Так, Димочек, так удобно тебе? Нет. Пусти, пожалуйста, штангу. Я себе. Что сие значит? Это просто мое ноу-хау, может не ноу-хау. Я просто догоняюсь, добиваю то, что и так уже убито. Тут идеальная техника. Передняя, средняя. Передняя, средняя. Раз. Начинаю все от бедер. К темечку. 2. Ломаем в ладоши. Вперед. И как учил мой любимый Константин. 3. Наставник и брат по железному спорту. 4. Все, заткнись, шарап. Ну, Костя, скажи уже что-нибудь. Да блин, я пытаюсь запомнить, если бы это начал повторять, я бы уже сбился. Просто скажи, что делаю маленьким весом. Каждое, вы как ты любишь говорить эту фразу? Выцеливаем? Да. 7. 3 подхода. 3 повторения. Да. И для меня уже эти пятерки шутки-двадцатки. Да, железобетонная. Очень тяжело. Ну, друзья, обратите внимание, насчет, да, техники Андрей тут делает безупречно. Полный контроль. Никакого свободного, никакой инерции, никаких бросаний. Ой-ой-ой. Даже гантелька полезет. Что, еще будешь? Один подход. Класс. Засекаю, засекаю. Но этого не обязательно делать, это делаю я. Это для результата. Подытожим. Кстати, кто все время клюет Андрюху за живот, он у него стал меньше, обратите внимание. Гораздо меньше.
Слушайте, ребята, я когда делаю что-то, я не акцентирую на этом внимание. Я не на подиуме. Вот, пожалуйста. Вот есть живот, вот моя шкура, вот. Но я не собираюсь так ходить, как робот. Я буду ходить и делать все комфортно. Ты себя на улице видел? вы Не робот. сидеть дальше. А когда ты вверх поднимаешь через стороны, что больше чувствуешь? Переднюю дельту? Ты именно когда разворачиваешь. Кусочек. Вот я сейчас чувствую среднюю. А вот здесь, переднюю. да. Переднюю. Когда сводишь ладонью в этом месте, что чувствуешь Просто больше? она сократилась. Ага. Потому что я поднимал по-другому обычно. Вот так вот именно вверх, такой техникой я еще себе сам не делал. Попробую. Я стараюсь, ты видишь, темечку туда Ага, подальше. ага, Потому что все умники делают, потом покажу. А мне надо туда, к затылку поближе. Тогда она работает. 8. Опять же, это твое, это твоя антропометрия, это твоя метода, ты ее себе нашел, и мы видим, как она работает. Очень неплохо. 10. Все. Итак, мы протренировались ровно 45 минут. Как я вам говорил, главное не вес, а тот объем работы, который вы сделали за минимальное количество времени. Все вы знаете, что до 50 минут это самый эффективный вариант, тайминг для выработки гормона роста. И вот Андрей вложился четко. 4 суперсета мы сделали, да, получается? 4 суперсета. Огромное количество повторений. Огромное напряжение. И все это в 45 минут. Да, вы, конечно, можете еще раз. Но это не так. Но вы просто попробуйте, саму методику попробуйте. Я уверен, она поможет. Неважно, профессионал вы. Ну, конечно, уровень определенный должен быть, интенсивность высокая. Но я думаю, сам принцип тренировочный подойдет практически всем. А уже интенсивность можете под себя подбирать. Правильно? Ну, да, вы можете не делать в суперсериях. Вы можете сделать одно за другим, и все. Да, кстати, тоже, Всё, да, это вариант. вся тренировка. Выйдет чуть дольше, можно уменьшить количество подходов, повторений под себя тоже. Но сам тренировочный принцип, именно принцип, то есть последовательность выполнения метода эта, она подойдет практически всем людям. Если вы можете позволить себе тренировку именно дельты в один день, то вам она точно зайдет. Андрюха, мы тебе желаем удачи. Спасибо, дорогой. Я уверен, как и все разы остальные, ты там произведешь там, где надо. Впечатление на людей, на нужных людей. Вспомнить о себе однозначно. Да, однозначно. Вот. Поэтому надеемся все, что война закончится, и у тебя будет возможность показать себя опять на международной арене спокойно и нормально, красиво. Очень хотелось бы. Я думаю, все будет хорошо, Бог любит нас, как говорится. А мы на сим прощаемся, благодарим клуб «Оранж». Сегодня у нас был непосредственно Андрей Шарапов, собственной персоны. Вот, ну я так. И на меня смотрели мой любимый друг Костя и мой любимый друг Дмитрий. И канал Masters of Body. О, напоминает подожди, и рекомендует. подписывайтесь, донатьте, ставьте лайки, колокольчики. Короче, И давайте этот, развивайте фидбэк. с нами наш До канал. новых встреч. Фидбэк обязателен.